Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас 7 августа 2026 года. Я продолжаю разбирать одну историю, которая, на мой взгляд, очень показательная, которая касается не только конкретного человека в Украине, но и того, как в нашей украинской системе иногда работают механизмы давления на обвиняемых. Речь пойдет о Зинченко Вячеславе Федоровиче и деле об убийстве Ирины Фарион. Сегодня состоялось очередное заседание по делу. Как вы знаете, произошло два знаковых события. Первое — это удовлетворили очередное ходатайство о продлении меры пресечения Зинченко еще на 2 месяца. Хотя адвокат Зинченко Лариса Криворучко возражала против этого, и суд отказал в отводе адвокату Каре, которая была назначена системой бесплатной помощи обвиняемому. Итак, у нас 2 адвоката. Один Лариса Криворучко, второй Кара, против чего возражает Зинченко. Он хочет только Криворучко, но тем не менее, Кара продолжает выполнять функции защитника. Лариса Криворучко там чего-то доказывала, пыталась доказать, что это незаконно, но суд все равно принял решение оставить 2 адвокатов. Ну и вот что касается продления содержания в СИЗО под стражей Зинченко, тоже там Криворучко нас убеждала, что все это вполне незаконно, что Зинченко будет освобожден из зала суда, но тем не менее ни то, ни другое утверждение суд не реализовал, так как это преподносила нам адвокат Криворучко. То есть я хочу сказать о том, что 2 провала, у адвоката Криворучко в деле об убийстве Фарион. Я не хочу об этих провалах сейчас говорить, потому что просто неприятно, когда адвокат чего-то там обещает, но на самом деле ничего из этого не происходит, то, что она обещает, хотя она и квалифицированный адвокат, квалифицированный юрист, но тем не менее вселяет ложную надежду. Конечно, это, можно сказать, последнее дело, в том числе и для такого квалифицированного, хотя я уже сомневаюсь в ее квалификации, в связи с 2 этими провалами, для такого квалифицированного юриста, как Лариса Криворучко. Так вот, друзья, вы, наверное, помните или хотя бы слышали о том, что пока Зинченко находился в СИЗО, его камеру, я по сути буду сейчас двигаться, потому что вот все эти процессуальные провалы меня сейчас просто вызывают отторжение. Я не хочу им уделять даже внимания. То, что там оставили Кару, продлили меру пресечения, не буду сейчас на этом заострять внимание. Заострю внимание на сути дела. Так вот, пока Зинченко находился в СИЗО, в его камеру каким-то образом проникли, можно сказать, зашли, люди. Не следователи, не адвокаты, не сотрудники администрации в официальном порядке. Люди, которые представились обычными заключенными, отбывающими срок. И начали эти люди оказывать на Зинченко давление. Что именно говорили эти люди? По сути, они требовали, чтобы он был пацаном,
Это означает, что они хотели, чтобы он признал вину, свою вину в убийстве Фарион. Аргумент, звучал примерно так. Из-за тебя нас всех прессуют, признай, и всем станет легче. При этом, по имеющейся информации, Зинченко не давали нормально спать, применяли физическое насилие, создавали атмосферу постоянного психологического прессинга. Это, друзья, классический пример опосредованного давления. Не следователь в кабинете с протоколом, а, так сказать, свои в камере, которые якобы страдают из-за его, Зинченко, упрямства. Цель этого очевидна – получить признательные показания. И вот здесь я, друзья, хочу рассказать вам один, можно сказать, старый анекдот. И он очень точно иллюстрирует суть проблемы. Итак, два еврея по средам играли в шахматы. И вот очередной раз Йося приходит, как обычно, а Фимы нет. На следующую среду приходит, а Фимы снова нет. Через еще одну среду появляется изможденный Фима. Йося говорит: «Фима, что с тобой? Ты где пропадал?» Фима говорит: «Ты не поверишь, был суд». «За что?» «Да возле нашего дома магазинчик. Помнишь, да? Продавщица заявила, что я ее изнасиловал, и она от меня беременна». «Серьезно?» «Да нет, конечно, ничего такого не было. Но, Йося, в суде она так красочно все описывала, так подробно, с такими деталями, что мне даже самому понравилось. Я сказал: да, действительно, так оно и было». «И что? Тебя посадили за изнасилование?» «Не, Йося, посадили за дачу заведомо ложных показаний». Вот и вся история, друзья. Теперь вернемся к Зинченко. Представим на секунду, что под давлением в камере, а позже в суде он вдруг скажет: да, я убил Фарион. Если это не соответствует действительности, это уже не просто признание. Это дача заведомо ложных показаний. А это отдельный состав преступления, причем довольно тяжкий. Поэтому Зинченко, судя по всему, понимают эту разницу. Его можно прессовать в камере сколько угодно. Это одно. А вот выйти в суд и под присягой сказать то, чего не было, это уже совсем другое. Это уже собственное уголовное правонарушение. И как человек, который, по крайней мере, на словах позиционирует себя законопослушным, он, видимо, не хочет сознательно совершать новое преступление поверх того, в чем его обвиняют. Давайте разберем юридическую сторону этого давления подробно. Многие спрашивают: а само принуждение к даче ложных показаний – это вообще преступление? Да, друзья, это преступление, и довольно серьезно. По Криминальному кодексу Украины есть несколько ключевых статей. Первая. Стаття 373. Примушування давати показания. Она прямо запрещает принуждение давать показания во время допроса путем незаконных действий со стороны следователя, прокурора, дознавателя или работника оперативного подразделения. Наказание по части 1 – ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.
Если же эти действия соединены с применением насилия или с издевательством над человеком, но без признаков пытки, уже часть вторая, и там от 3 до 8 лет лишения свободы. Важно подчеркнуть, характер показаний, правдивые они или ложные, на квалификацию по этой статье вообще не влияет. Даже если человека незаконными методами заставляют говорить правду, это уже преступление. А если заставляют давать заведомо ложные показания, действия полностью охватываются статьей 373. Это, по сути, специальный вид подстрекательства, который законодатель выделил в отдельный состав. Вторая важная норма. Статья 386. Она говорит о принуждении свидетеля, потерпевшего, эксперта или специалиста к отказу от дачи показаний либо к даче заведомо ложных показаний. Способы: угроза убийством, насилием, уничтожением имущества, разглашением позорящих сведений, либо подкуп. Наказание здесь мягче: штраф, исправительные работы или пробационный надзор до 2 лет, но состав преступления налицо. И теперь важный нюанс, который касается именно ситуации с обвиняемым, как в деле Зинченко. Статья 373 рассчитана на должностных лиц, которые проводят допрос. Статья 386 защищает свидетелей, потерпевших и экспертов, но не самого обвиняемого. У обвиняемого есть конституционное право не давать показания против себя. Если же давление оказывают другие заключенные в камере, физическое насилие, лишение сна, угрозы, постоянный психологический прессинг, это может квалифицироваться уже по другим статьям. Например, статья 127 о пытках, статьи о причинении телесных повреждений. А если все это организовано или допущено сотрудниками СИЗО или следствия, тогда и злоупотребление власти, и ответственность должностных лиц по той же статье 373. То есть схема: подселили своих, те прессуют, требуют признания. Это не просто бытовуха в камере. Это потенциально целый набор уголовных составов. И вот здесь возникает та самая юридическая ловушка, о которой я говорил. Человека давят, чтобы он сказал то, чего, возможно, не было. А если он под этим давлением все-таки скажет нужные слова, он рискует потом сам ответить уже по статье 384 за дачу заведомо ложных показаний, если выяснится, что показания были ложными. Я не утверждаю, виновен Зинченко или нет, это должен установить суд на основании доказательств. Я говорю о другом, о механизме. Когда давление направлено именно на то, чтобы человек дал ложные показания, система сама создает почву для новых преступлений. Почему это важно? Потому что признательные показания до сих пор многими воспринимаются как царица доказательств. Хотя любой юрист вам скажет, признание, полученное под давлением, особенно в условиях СИЗО, имеет крайне низкую доказательственную ценность. Более того, оно может быть использовано против самого обвиняемого уже по другой статье. В деле Зинченко мы видим сразу несколько классических проблем. Непрозрачность доступа посторонних лиц в камеру, использование неформальных методов воздействия,
попытка подменить доказательственную базу признанием, риск того, что человек, чтобы просто выжить или получить передышку, скажет то, что от него хотят услышать. И здесь возникает вопрос, который я хочу задать вам. Что важнее для системы? Установить истину или получить удобное признание? Потому что если цель – это удобное признание, то мы очень быстро скатываемся к ситуации из того анекдота. Человек может признать что угодно, а потом выяснится, что он признал неправду. И его осудят уже не за то, в чем обвиняли изначально, а за ложь. Я специально рассказываю эту историю без лишних эмоций, потому что эмоции здесь только мешают. Нужен холодный юридический взгляд. Давление в СИЗО – это всегда красный флаг. Даже если потом человек признается, суд обязан очень внимательно проверять, в каких условиях это признание было получено. А адвокаты обязаны фиксировать все факты такого давления. Зинченко, насколько можно судить, пока держит позицию, не дает тех показаний, которых от него ждут. И с юридической точки зрения это абсолютно логично. Давать заведомо ложные показания значит сознательно идти на новое преступление. А никто не обязан облегчать работу обвинению ценой собственного уголовного прошлого. Друзья, я специально разложил эту ситуацию подробно, потому что подобные истории, к сожалению, не единичны. И каждый раз, когда мы слышим «он сам признался», стоит задавать простой вопрос. А в каких условиях он это сделал? Кто на него давил? И не окажется ли потом, что признание – это просто желание человека перестать страдать здесь и сейчас? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы, что давление в камере с целью получить признание – это допустимый рабочий метод? Или, может быть, давление в зале суда со стороны потерпевшей Софии Особы с целью получить признание Зинченко? Или это уже прямое нарушение права на защиту и презумпции невиновности? Буду читать все ваши мнения. С вами был юрист Валерий Табаков. До связи, друзья.